Привет, меня зовут Стас Быков, я фрилансер, уже более 15 лет занимаюсь тем, что создаю сайты для клиентов и зарабатываю на этом деньги. Сегодня в обучающем уроке я хочу вам показать, как можно создавать сайты на WordPress без знаний программирования и без специальных навыков. Благодаря инструментам, которые существуют в интернете, можно это делать буквально в пару кликов. В предыдущем видео мы с вами рассмотрели, как можно раскатить движок WordPress буквально за 3 минуты. То есть заходим на хостинг, нажимаем «Создать сайт», и вот уже у вас сайт в рабочем состоянии. Дальше мы начинаем его оформлять. И сегодня мы поговорим про тему, которая появилась недавно. Это тема по умолчанию. Сейчас в каждом движке она называется 2020 Free. Мы сейчас более детально, подробно разберем. Я скажу, что это скоро будет замена Elementor. Elementor — это дополнительный плагин, который помогает и облегчает визуализацию, то есть с точки зрения дизайна можно там все оформлять, подключать различные модули, эффекты, блоки. И то же самое сейчас вот здесь уже в первой версии уже доступно. И это будет, конечно же, развиваться, и не нужно будет устанавливать дополнительные плагины в скором времени. Но сейчас давайте я вам покажу, что я уже сделал. Вот сейчас мы находимся на сайте bykovlink.ru. Я специально этот сайт создавал для редиректов, то есть что здесь происходит. То есть у меня есть сторонний плагин Pretty Links, я сокращаю длинные ссылки через него, да, через данный плагин, у меня получается укороченное, вот обратите внимание, Bykov Link, создание сайта. И дальше уже в рекламе размещаю эту ссылку. То есть человек переходит по этой ссылочке и попадает уже на исходную страницу, где скрыты есть UTM-метки. Да, видите, какая длинная ссылка, она превращается в короткую. Это очень хорошо для маркетологов, но это отдельная тема разговора. Чтобы не пропускать это обучающее видео, подписывайтесь на канал. Суть сейчас в другом, то есть мы говорим про вообще визуал, как создать нам лендинг-пейдж, как создать дополнительные страницы, как здесь все оформить. Вот я сделал специально главную страницу, где есть все ссылки на мои другие ресурсы. Эта страница адаптивная, вот я меняю, да, ширину браузера, видите, кнопочки, все трансформируется. Самое главное, цвета здесь, все это можно менять. Вот я нажимаю на YouTube, сразу меня перебрасывает на YouTube канал. Нажимаю на онлайн-школу. Переход на онлайн-школу, и сразу здесь есть UTM-метка Bykov Link. То есть для меня, как для маркетолога, сразу понятно, откуда перешли. Да, когда я получаю заявку вот из онлайн-школы, да, я вижу, кто был первоисточником. Также и на Дзен, и на ВКонтакте. То есть самая суть в том, что это создано уже на встроенном редакторе. То есть здесь мы переходим в внешний вид. Если у вас эта тема еще не установлена, то через поиск обязательно найдите 2020 Free. А если вы только-только установили движок, у вас уже будет по умолчанию эта тема. И здесь мы нажимаем с вами «Настроить». То есть я перехожу, и здесь, так как сейчас блочный редактор, то есть без знаний кода, все это можно делать. А самое интересное, вот мы сейчас попали на страницу, и здесь я могу уже менять любую информацию. Вот, например, я хочу эту ссылочку поменять. Раз, навожу на нее. Редактировать, меняю, открыть в новом окне, могу справа поменять цвет, но самое интересное, я могу дополнительные блоки делать. Слева давайте я сейчас перейду в консоль снова и создам новую страницу, то есть перехожу в страницу, видите, главная страница у меня уже используется, давайте я вам создам новую для урока, чтобы было понятно. И здесь мы можем с вами уже добавлять любые элементы, то есть вот здесь слева нажимаем плюсик и обратите внимание, есть блоки, а есть паттерны. То есть блоки — это как мы в сайдбар добавляем, как на любую страницу, как в любую запись. Мы просто берем, например, текст или медиа, вот изображение. Я захватываю мышкой и перетаскиваю вот здесь вот на полотно. Да? Дальше загружаю изображение или беру из библиотеки файлов, что уже загрузил, и нажимаю «Выбрать». Все, картинка добавилась, мы можем менять ее размер, это все понятно. Точно так же и с любыми другими блоками. Тут и архивы, и календарь можем добавить. Но нас сейчас интересуют паттерны. То есть это готовые уже блоки, которые мы можем точно так же перенести на нашу с вами страницу. Ну вот, например, таблицу цен. То есть я также захватываю, перетаскиваю, отпускаю. И вот у нас с вами 3 столбца уже есть. То есть мы можем с вами здесь написать 1. Ну я для примера просто 2. Видите, и все без каких-то навыков программирования, я это делаю. Дальше мы подключаем уже форму обратной связи в эту кнопочку, и к вам на почту, да, или в CRM-систему приходит заявка.
Точно так же мы можем добавлять и любые другие паттерны. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Ну вот, например, вот это для главной страницы очень хорошо подойдет. Тоже перетаскиваю, отпускаю, и у нас сразу же здесь с вами появился, ну, такая часть элементов дизайна, скажем, да. То есть вот эта картинка здесь не подходит, я на нее навожу, 3 точечки, удалить изображение, и теперь вот так вот в таком виде у нас получается. Давайте посмотрим, что в результате. То есть нажимаю «Опубликовать», дальше «Опубликовать», и вот здесь вот посмотреть страницу, то есть как это выглядит на сайте. Дальше посмотрим в изменении, как это на телефоне будет выглядеть. То есть все трансформируется. Ну и, конечно же, мы можем менять любую здесь информацию. Вот этот заголовок. Давайте здесь напишем Стас Быков. Картинку тоже можем менять. То есть вот заменить, открыть библиотеку файлов или загрузить с вашего компьютера. Давайте вот так вот выбрать. То есть все, картинку тоже поменял. Ну и такие паттерны вы уже сами можете посмотреть, это будет вам домашнее задание, тоже открывайте, протестируйте, посмотрите, что вам подходит, все вы можете менять уже под себя. Да, то есть все это же только основа, да, и на ней мы уже можем с вами экспериментировать, менять информацию под себя, менять цвет, то есть это все также здесь допускается. Вот цвет, фон. Здесь, например, меня тоже цвет не устраивает, то есть навожу, фон оранжевый, да. Или белый тоже неплохо смотрится. Текст давайте сделаем вот так, и в результате каких-то вот несколько кликов мышки мы с вами уже сделали вот такой блок. Снова нажимаю обновить, и все изменения у нас, естественно, появляются на странице. Перехожу. Страница готова. Ну и дальше мы делаем эту страницу главной или любой другой. Это можно создавать целые лендинг-пейджи, то есть посадочные страницы, куда вы будете настраивать рекламу. Конечно же, дальше мы подключаем плагины для расширения функционала, для формы обратной связи, для анализа трафика. Это все можно делать, но мы будем с вами разбираться уже в следующих уроках. Поэтому подписывайтесь на канал, если у вас есть какие-либо вопросы, то также задавайте. И в результате вот у нас получается вот такой сайт. У меня этот сайт специально для ссылок, для сокращателя ссылок, да, я его использую. Ну и главную страницу для редиректов на мои ресурсы. Также свои работы тоже пишите здесь в комментарии. А с вами сегодня был Стас Быков. Переходите на мой сайт, на мою онлайн-школу. Есть полноценные уроки по созданию сайтов. Если вам это интересно, хотите на этом зарабатывать, то давайте вместе обучаться. Пока.